Маленькая такая, хрупкая, нежная. Жалею, что не снял ее. Сейчас вообще неудачное время для того, чтобы что-то получалось. Как же вы достали с вашей помощью? Я уже третий раз пытаюсь дойти до дома к своей семье. Мне уже скоро обратно на работу идти. Сейчас вообще, если тебе кто-то не поможет, ты ничего не сможешь сделать. Недавно шли с подружкой по узкой брусчатой дорожке. И вдруг посреди этой дорожки улитка. Прямо посреди дорожки. Жалею, что не снял ее на видео. Был отвлечен другим. Заметив перед собой улитку, мы остановились, чтобы не наступить на нее. А подружка тут же присела, бережно взяла улитку и отнесла в траву. А когда вернулась, я спросил ее: а ты в глаза ей посмотрела? Зачем засмеялась подружка? Затем, чтобы по ее взгляду понять, на ту ли ты сторону дорожки ее отнесла. С благодарностью ли улитка посмотрела тебе в глаза? Мол, спасибо, добрый человек, что помогла мне преодолеть этот метр пути по горячей от солнца дорожке. Сама бы я еще несколько часов эту дорожку переходила. Но это лишь в том случае, если ты ее вот так наугад перенесла на ту сторону, куда она направлялась. Но представь, если эта бедная улитка несколько часов преодолевала полпути до своей цели, и вдруг ты отнесла ее обратно в начало маршрута, и теперь ей предстоит начать путь с самого начала. В этом случае ее взгляд мог бы тебе сказать: как же вы достали с вашей помощью? Я уже третий раз пытаюсь дойти до дома к своей семье. Мне уже скоро обратно на работу идти. Но как только я добираюсь до середины этой дорожки, как находится какая-то вот такая, как ты, которая, желая мне помочь или спасти, относит начало пути. Конечно, представьте себе улитку. Маленькая такая, хрупкая, нежная, слабо защищенное такое существо, с двумя смешными рожками-антеннами на голове. Это существо не отличается резкостью движений или скоростью, но, несмотря на это, всю жизнь преодолевает свои какие-то расстояния, целеустремленно движется к выбранным целям, оставляя за собой еле заметный влажный след. А на всю свою недолгую жизнь, да, я узнал, улитки, оказывается, живут всего 7-8 лет. И вот всю эту свою недолгую жизнь улитка преодолевает какие-то преграды на своем пути, но упорно движется вперед. Очень медленно, но вперед. А мы так часто беспокоимся о скорости. В современном мире успех зачастую ассоциируется с быстротой и мгновенными результатами. Мы узнаем истории чужого успеха, где люди добиваются вершин за считанные месяцы, и начинаем сомневаться в себе, если видим, что у нас не получаются быстрые достижения и успехи. Но скорость у каждого разная. А если вам сказать, что вы станете богатым через 5 лет, разве откажетесь? А если через 10 лет, разве не согласитесь? Тем более, что на пути к этому успеху вы, вероятнее всего, тоже не будете бедствовать, потому что на пути к большому успеху вы будете делать какие-то действия. Да, и какие-то ошибки совершать. Без ошибок никак. Но в целом ваш успех постепенно будет нарастать. И вы будете не только радоваться этому успеху, но и получать материальные блага, вознаграждения, деньги, удовольствие и радость. Улитка учит нас, что можно двигаться вперед, даже если это медленно. Главное не останавливаться. Улитка не разворачивается назад, она не отступает, не отказывается от цели. Она не ведет себя как какой-то слизняк, который в такой ситуации может сказать: ну я же пытался, я же старался, но вот не получилось. Ну что теперь, если не получается? Сейчас вообще неудачное время для того, чтобы что-то получалось. Сейчас вообще, если тебе кто-то не поможет, то сам ты вообще ничего не сможешь сделать. Так говорит слизняк. Но улитка наша, она не такая. Она ищет способ обойти преграды, или пусть медленно, но преодолеть их. Также и в нашей жизни могут возникнуть трудности, неудачи, сомнения, страхи. Но, как и улитка, мы можем продолжать двигаться, даже если кажется, что скорость недостаточна, даже если какие-то события или обстоятельства мешают нам идти к нашей цели. Даже если какие-то люди из добрых или злых побуждений стараются вернуть нас на исходную позицию, а какие-то пытаются нас даже раздавить. Важно помнить, что каждый маленький шаг имеет значение. Иногда мы недооцениваем свои маленькие победы, но именно они помогают нам продвигаться. Пусть это будет день, когда мы сделали шаг к здоровью, научились новому навыку или преодолели страх. Все это маленькие шажки к нашей успешности. Улитка – это символ медленного, но упорного движения к цели, несмотря ни на что. Через ямки и камушки, под дождем и солнцем, миллиметр за миллиметром. С каждым своим усилием она продвигается вперед, уверенная, что однажды достигнет цели, к которой идет. Неважно, с какой скоростью вы идете, важно, что вы продолжаете свой путь. Да, успех может прийти позже, чем планировалось, но самое главное – не останавливаться. Улитка медленно, но уверенно показывает, что даже на самой низкой скорости можно дойти до своей цели. Верьте в себя, двигайтесь вперед, и пусть каждый день станет шагом на пути к вашему успеху. Я старался быть вам полезным, буду благодарен за лайки, комментарии, и если не подписаны на мой канал, подпишитесь, чтобы не пропустить что-то важное и интересное.